Первое утро дома в России, где последние несколько лет я бываю раз в год. Сейчас созванивалась с Гришей и высказала ему интересную мысль, решила записать и сюда. Наверное, о чувствах, как мне здесь находиться и как вообще это все ощущается. И этот дом ощущается как мыльный пузырь, который просто существует отдельно от всего, отдельно от России, отдельно от Самары, просто как какое-то такое измерение, в котором время заморожено, и когда я здесь нахожусь, мне физически сложно здесь что-то менять, потому что, например, тут висят старые фотографии с друзьями, которые уже частично выгорели, мой несобранный мумитрольский дом, и все это можно менять, например, вставлять современные фотографии, привести сюда какие-нибудь фотографии с Хильдой и с нашей сейчасшней жизнью, но мне очень сложно это делать, потому что кажется, что это такой очень хрупкий мир, и если что-то из него убрать, он максимально быстро рассыпется, и его не станет. А мне очень не хотелось бы, чтобы это место останавливало свое существование, и поэтому это весьма сложно. Мне даже сложно съесть яблоко в саду, потому что кажется, что тоже это часть такого мира. И если хотя бы один элемент из него убрать, то все просто как иллюзия. Пш, и растворится, и я останусь ни с чем. И вот я, получается, приезжаю сюда где-то раз в год, и каждый раз встречаюсь с какими-то чувствами, очень-очень много думаю. И так как я обычно приезжаю одна, мы очень много с Гришей разговариваем по телефону, и я пытаюсь выговариваться, что я чувствую по этому поводу, потому что каждый приезд, конечно же, это все менялось. И, наверное, только не меняется моя любовь большая к этому месту, к огромному количеству любви, которое было вложено сюда. И даже если это количество любви было вложено в прошлом, и другой версии меня, которая верила в другие вещи, в другое будущее, я все равно эту версию безумно ценю, уважаю и благодарна ей, и стараюсь максимально оберегать и беречь это место, чтобы оно просуществовало как можно дольше и приносило радость как можно дольше. Здесь собраны мои работы, собраны работы моих друзей, потому что когда только мы построили дом, мы праздновали вместе с друзьями Новый год. И, например, эту работу мне подарила Диана, эту работу я купила у своей любимой художницы Натальи Шилашвили. Это первый комикс, который я нарисовала для Гриши. Конечно же, мумитрольские сценки. Это тоже я сделала сама. Тут пленочные фотографии с моими подружками. Конечно же, Зельда. Для этого дома Зельда остается единственным ребенком. И совершенно этот дом не знает про существование Хильды и не знает, что она с нами уже несколько лет. Тут полностью дом уставлен изображениями Зельды, картинками, ее какими-то штучками. Даже миски до сих пор стоят, и внизу есть кошачий туалет. И вообще мне очень нравилось покупать какие-то предметы искусства от локальных художников, от керамистов, поэтому в доме есть очень много классных артефактов, которых уже нигде не достать. И я рада, что здесь это все хранится, как в некотором музее, наверное. Одно из моих любимых мест в доме, и тут сохранены тоже очень классные вещи. Расскажу про некоторые из них. Например, это яблочко из квартиры моих родителей. Ему, мне кажется, вообще 100 тысяч лет. Конечно же, чашечки Икея, которые в России уже не существует. Мы очень удачно успели закупиться до. Тут есть одна из моих самых любимых ваз с женской грудью. Посмотрите, какая красота. Мне она очень нравится. Она сделана из фарфора. Также тут есть вот такая прекрасная ваза из синего стекла. Ее я забрала из квартиры бабушки. После того, как она умерла, мне захотелось что-то себе на память взять, и я просто очень рада, что она хранится в моем доме.
Также тут вот гигантский корабль. Это подарили нам с Гришей Вера с дедом. Гришины бабушка с дедушкой. И, конечно же, он безумно классный, детализированный, и мне очень сильно нравится. А с другой стороны, у нас, конечно же, шикарный портрет Зельды. Мне кажется, это одно из лучших вещей, что я сделала. Конечно же, мой любимый чайник клубничка. Это мне подарила Диана. Она нашла его в Питере на блошином рынке. И к нему, конечно же, есть такие же чашечки в виде клубничек. Это просто очаровательно, и это создано для этого дома. Это просто нельзя отсюда убирать, потому что, мне кажется, оно моментально растеряют всю магию. Желтенький красавчик вообще просто моя отдельная любовь. Его мы делали на заказ, потому что я нашла очень похожий шкаф на картинках в Pinterest, и нам просто сделали его. Он под кружки, под чашки, под всякие штучки. Тут хранятся бутылки вина, некоторые очень старые, ну и, конечно же, очень красивые бокалы. В общем, всей душой люблю этот шкаф. Он просто, не знаю, воплощение меня в виде шкафа. Добро пожаловать, наверное, в нашу любимую комнату в доме. Это второй этаж, а.к.а. моя мастерская, а.к.а. дом-музей, а.к.а. домашняя библиотека и просто очень классное место, где можно проводить время с друзьями и семьей. Добро пожаловать к моему рабочему столу и рабочему месту, моей творческой мастерской. Здесь есть много всего разного, конечно же, тележечка с материалами. Вообще, это просто идеальное место для хранения всякой всячины. Также у меня тут есть немного миниатюрной мебели, которую я делала для своего муми-дома. У меня в шкафу, я покажу чуть позже, стоит несколько десяток коробок с деталями, чтобы в будущем собрать свой муми-дом. Возможно, мне придется заняться этим на пенсии. Мой ларец для кистей и красок. И еще много разного всякого хранения. Я просто обожаю этот стол, обожаю этот стул, обожаю это окно с видом на лес. Конечно, тут царит по-настоящему творческая атмосфера. До переезда я писала здесь картины, поэтому стол так и остался в краске. И, в общем, это очень классное и приятное место для работы и творчества. Маленький уютный уголок с нашей домашней библиотекой. Да, она небольшая, но очень насыщенная. И здесь сохранены просто жемчужины наших с Гришей коллекций, его комиксы, мои графические романы, коллекция детских книг из разных стран мира, какие-то издания, в которых мы сами участвовали, я как иллюстратор или графический дизайнер, например, или также Гриша. Мы влюблены в эту коллекцию. Я очень рада, что смогла все так немножко организовать. Места для книг недостаточно, но мне нравится, как оно все тут стоит и хранится. Поэтому каждый свой приезд я иду в свои коллекции, листаю книжечки, смотрю артбуки и радуюсь, как же много у нас есть всего красивого. Также привет всем лего-фэнам. В доме огромное количество лего-наборов и больших лего-наборов, потому что я, что Гриша очень любим собирать и в целом коллекционировать. Поэтому тут есть и наборы и по Гарри Поттеру, и Человеку-пауку, и вселенной Марвел, и друзьям, и даже кастомные лего-наборы, которые Гриша делал специально для меня. Это, например, Daily Bugle, один из самых, наверное, больших лего-сетов вообще, которых есть. Это гигантское здание с кучей версий персонажей из Человека-паука, злодеев, героев. И, в общем, выглядит очень мощно. Тут это, опять же, все хранится как в музее, потому что дома тут все не очень сильно пылится. И, конечно, эту коллекцию мы очень любим и ценим. Все это безумно дорогая память о людях, которые подарили эти наборы, или о совместном времяпровождении, когда мы собирали эти наборы с Гришей или с друзьями. И, в общем, все это богатство, вся эта инвестиция хранится в доме. Конечно же, как в любом волшебном доме, у нас есть своя Нарния с секретиками. Это такой большой шкаф, где прячутся мои материалы, всякие новогодние штуки и еще кое-что интересненькое.
Во-первых, мне очень нравится, что я могу здесь прятаться и использовать это как ширму для перформансов. Я сразу вспоминаю фильм «Маленькие женщины» и как они ставили всякие театральные постановки. Мне кажется, у этого шкафа есть такая аура. Ну и теперь давайте заглянем, что там внутри. Всем привет! Все это огромное количество коробок. Это номера журнала от Де Гостини «Собери свой мумитрольный дом». То есть там и мебель, и стены, и я его выписывала, пока жила в Самаре. Часть выпусков уже приходила после того, как мы переехали, и мне кажется, это действительно то, чем я буду заниматься на пенсии. У меня уже есть пару сложных стен и даже пару сложных шкафов, но мне тоже как-то морально сложно вновь сесть его собирать, поэтому каждый раз я приезжаю, смотрю на него и думаю, ну вот в следующий раз обязательно его пособираю и в какой-то момент его закончу. Так что это такой вот мой долгострой в хорошем или плохом смысле, но я рада, что у меня есть все выпуски. Возможно, это тоже инвестиция. Это гостевая комната, она такая всегда с приглушенным светом, в тени. Здесь очень уютно и хорошо спать, потому что окна выходят на теневую сторону. И если моя комната всегда очень светлая, и с 8 утра там просто безумно какой-то яркий свет, и кажется, что ты уже все проспал, то тут такая очень спокойная и сонная атмосфера. В этой комнате обычно останавливаются наши друзья или родственники, кто приезжают. Особенно часто здесь остается наша подруга Яна. Мне кажется, это официально ее комната. Здесь у меня тоже стоит немного лего, висит всякая моя одежда, которая просто здесь живет. Всякие нарядные платья, пиджаки, гришные рубашки. Нравится приезжать, одеваться в эту одежду и немного чувствовать себя прошлой версии себя, наверное, потому что очень не хочется, опять же, разлучать этот дом с этой одеждой и вмешиваться в атмосферу и порядки этого пространства. Самая, наверное, интересная часть этой комнаты — это обои, которые мы заказывали из Англии. Мне безумно нравится дизайн и как тут все сочетается, и какая-то вообще кинематографичная картинка. Вот. Поэтому, если я буду звать вас в гости в свой дом в России, то вы наверняка окажетесь в этой чудесной комнате. Добро пожаловать в мою спальню, в комнату, где мы обычно спим с Гришей, но сейчас я сплю с Гарри Стайлзом. Я думаю, что многие мне завидуют. Этого Гарри мне подарили мои подружки на девичник. И я его, конечно, обожаю, и каждый раз перед отъездом я оставляю его вот так в кровати, чтобы если пришли какие-то незваные гости, они как минимум напугались. А вообще, эта комната безумно уютная, безумно светлая, тут очень хорошо спится, тут очень приятно просыпаться, мягкий свет сквозь окно, сквозь эти прекрасные шторы падает на тебя, но не слишком сильно. И, конечно, я безумно обожаю эту комнату и безумно по ней скучаю, потому что это действительно какое-то идеальное место для сна. И здесь открывается просто потрясающий вид на главное окно. Поэтому первое, что ты видишь, когда просыпаешься, это солнышко, зелень, или если идет дождь, ты тоже слышишь капли дождя. В общем, при любой погоде здесь очень-очень приятно просыпаться. Также у нас тут хранятся наши книжки. Тут я собрала вообще самые любимые, всякие комиксы, наши фотоальбомчики, просто красивые детские книжки. Комната довольно минималистичная, все тут такое белое, светлое. Я, конечно, как всегда, люблю отрываться на постельном белье. Этот цвет мне безумно нравится. Я недавно привезла еще несколько комплектов из Икеи из Еревана, поэтому, мне кажется, основной тон комнаты задает именно красивое постельное белье. Ну и Горюсик, конечно. Здравствуйте, зрители Катиного канала. Мне очень нравится жить у нее в доме. Я охраняю его от всяких неприятных личностей и практически постоянно чилю в этой кроватке. Мне все очень нравится. Спасибо, что спросили. Я не мерзну. У меня тут довольно хорошее одеяло.
и я всем доволен. Провожу здесь время, пока пишу новый альбом. Ну и чтобы показать последнюю комнату, нам нужно спуститься по винтовой лестнице в подвал. Не бойтесь, ничего страшного вас не ждет. Я думаю, что это не совсем типичная комната для домов, но у нас она есть, и это зал-кинотеатр. Пока мы здесь жили, у нас был проектор, который мы позже увезли в Ереван и там продали. Надо будет как-то докупить сюда. Тут у нас стояли приставки, наш проектор, всякие Нинтенды. И вот тут есть несколько мест, чтобы сидеть. Также мягкий пол. Наша коллекция дисков. Сейчас отсюда мы часть убрали и перевезли с собой, но вот в целом это место для этого сделано. И вот такая большая-большая белая стена, на которой как раз мы проецировали наше кино или игры, потому что в доме нет телевизора, и мы в целом не фанаты телевидения и телевизоров, и тут было специальное пространство, где можно было зависнуть с друзьями. Тут мы очень классно смотрели с друзьями «Сумерки» Гарри Поттера после Нового года. Вот такая простая задумка и такое элегантное воплощение. То есть это буквально просто комната с белыми стенами. Так что, если будете у нас в гостях, мы обязательно позовем вас в домашнее кино. Вот и подходит к концу наш рум-тур. Я надеюсь, вам было интересно и приятно немножко побыть в гостях в нашем доме в России. Я очень давно хотела записать видео с каким-то обзором. Мы прожили здесь не так много, и потом был переезд, и первые несколько лет мне довольно сложно было сюда приезжать и что-то об этом доме рассказывать, но сейчас мне лучше. И, в общем, я рада, что смогла провести небольшую экскурсию для тех, кто у нас еще не был, или для тех, кто был и скучает. Надеюсь, вам все понравилось. Завтра мне предстоит отлет в Ереван и возвращение во Францию. И я думаю, что я буду пересматривать это видео и вспоминать наш домик и планировать свое следующее путешествие и возвращение в это прекрасное место. Потому что Аглос — это, конечно, великолепный островок спокойствия, и мне кажется, наш город во Франции мне так сильно нравится, потому что с этим местом у него есть множество параллелей, и вся эта атмосфера дала нам какой-то островок стабильности в этом непростом мире. Конечно же, я не смогла показать прямо каждый уголок дома, потому что, мне кажется, видео бы длилось 3 или 4 часа. Тут есть множество маленьких деталей, которые не сразу заметны или которые связаны с какими-то очень приятными воспоминаниями. Поэтому это дополнительный повод приехать вам ко мне в гости и увидеть все своими глазами. Этот дом — большое воплощение любви меня и Гриши, нас с Гришей и его семьи, нас и наших друзей. И за то короткое время, что мы здесь прожили, он смог сделать какое-то удивительно огромное количество положительных воспоминаний. И я надеюсь, что это количество воспоминаний будет со временем только выполняться, и со временем мы сможем проводить здесь больше времени. Вот. Ну и кажется, пора прощаться. Всем спасибо и увидимся в следующих видео. Пока!